Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Так, ну, сегодня мы интересные стихи разберем, вернее, один стих, второй лишь только для того, чтобы опереться. Мы вчера его разбирали уже более подробно. Вот, и, соответственно, сегодня мы разберем 32 стих Бхагавад-гиты, как она есть, 3 глава, карма-йога. Мы уже основательно здесь вот, что называется, в ней покопались, разобрались, пытаемся углубиться. И кто-то может мне сказать или вспомнить, вот какие основные моменты мы сейчас вот на рубеже. То есть давайте сегодня будет более такой интерактивный разговор. На чем вот в последние, так сказать, стихи, о чем мы говорили, то есть какие этапы мы прошли, хотя бы начиная от таттва-вид, да, то есть кто-то может? Шон Гуран Прабу, вы как? Слушайте, так как я к Бхагавад-гите подключился недавно совсем, Мгм. вот, то, соответственно, у меня такой еще, неполная, как бы неполная картина. Может быть, те, кто был более длительное время, смогут рассказать об этом. Мгм. Хорошо, но, может быть, из того, что мы запомнили, хотя бы логику какую-то. Вот, Андрей, вы как? Вы помните, вот, что, как мы по логике шли? Мы Я гова- вчера не был на лекции. Вот. Ну, то есть именно по 3 главе, да? Или как? Да, ну вообще по 3 главе, вот мы, помните, мы, значит, ну, начиная хотя бы с татва-вид, вот мы говорили о том, кто вообще такие татва-вид, те, кто познали истину. Вот. И, соответственно, а, дальше мы разбирали, кто такие сактаха, асактаха, привязанные, непривязанные. И в конечном счете мы дошли до того, что сейчас вот мы говорили о ложном эго, да, то есть что основная проблема тех, кто введен в иллюзию, заключается в том, что введенная в заблуждение ложным эго душа считает себя совершающим действие. То есть основная проблема в том, что душа или дживатма, которая находится в этом материальном мире и в этом материальном теле, она считает себя контролирующей, и наслаждающейся. Помните, мы говорили об этом? Вот в этом как бы вернее, одна большая проблема. Вот отсюда все идет, потому что если я считаю себя контролирующим, но что-то не поддается моему контролю, я в депрессию впадаю. Если я считаю себя наслаждающимся, то вдвойне как бы получается, что если я все наслаждения мои заканчиваются страданиями. Дальше мы говорили в 28 стихе, Кришна, как бы обращаясь к Арджуне, он говорит, что у могучей руки тот же, кто постиг абсолютную истину, да, татва-вид, он называет его, никогда не пойдет на поводу своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и деятельностью ради ее плодов. И вот дальше мы как раз очень много говорили о привязанности к плодам, ну, поскольку тема карма-йога. В 29 стихе, то есть в 28 мы говорили о татва-вид, то есть категория тех, кто постиг абсолютную истину, тех, кто является асактаха, не привязанный к материальному чувственным наслаждениям, тот, кто удовлетворен сам себе, атмарати их. И в 29 стихе мы уже говорили как бы о другой категории людей. Мы говорили
о том, что обманутые гунами природы невежественные люди погружаются в материальную деятельность, привязываются к ней, но при этом татва-вид, мудрецы, они их не беспокоят, и они их не побуждают отказываться от деятельности. Вот в 30 стихе, как раз в субботу, да, когда мы общались, здесь уже мы сказали, что этот стих, он, фактически их называют парибаса или такой самый основной стих. Почему? Потому что в этом стихе, как Шрила Прабхупада в комментарии говорит, сформулирована основная цель Бхагавад-гиты. И звучит он так: «Посвяти же все свои действия мне, о Арджуна, обрети полное знание обо мне, отбрось стремление к личной выгоде, откажись от всяких собственнических притязаний и, стряхнув в себя апатию, сражайся». Мы как бы 6 условий. Да? И помните, еще Пурушоттам Гауранга Прабху сказал, что сразу все это невозможно, да? И поэтому как бы вот мы начинаем с самого простого, то, что дано из метода для Кали-юги, воспевания святого имени. Да? И в следующем стихе в комментарии как раз, то есть давайте еще раз повторим вот эти как бы 5 вещей, которые, от которых, собственно говоря, которым нужно следовать, потому что мы говорили как раз в пятницу в субботу, прошу прощения, не что делать, да, а как делать. Вот эту логику помните, да, что, еще раз повторим, если я хочу понять, что делать, то я для начала должен ответить на 2 вопроса: кто я и где я. И отвечая на эти вопросы, кто я и где я могу уже определить, ответить на вопрос, что делать. Но мы пошли дальше, и мы разбирали о том, не что делать, а как делать. И вот как делать, Кришна говорит здесь. Первое, давайте я без санскрита просто скажу. Первое, то есть ягья, мы посвящаем все свои действия Кришне. Первое, Верховному Господу. Второе, он говорит: обрети полное знание обо мне. Помните этот термин? Как это? Значит, он говорит: полное знание. Адхьятма. Адхьятма. Первое, саньясья, да, сарват кармани саньясья, то есть посвятить все свои действия Богу. Второе, адхьятма, постичь науку о Боге и, соответственно, о себе, получается, сразу, да, как бы в одном флаконе. Дальше он говорит: не рашихи, то есть никакого, здесь что интересный термин еще, четаса, да, потому что вот сейчас в 32 стихе мы будем говорить о четаса. Что такое четаса, мы уже знаем, а что такое ачетаса, мы еще пока не поняли, вот мы сегодня очень хорошо это разберем. Четаса – это сознание Кришны, а ачетаса – это как бы отсутствие сознания Кришны, да, отсутствие какого-либо понимания о том, кто я есть на самом деле. Итак, здесь первое – посвятить всю свою деятельность Бхагавану. Второе – постичь, адхьятма, постичь науку о душе. Третье – отбросить стремление к личной выгоде, нирашахи. И четвертое – отказаться от всех собственнических притязаний. Помните мы этот термин – нирмамах. Пятое, он говорил, и пятое, как раз стряхнув апатию, то есть стряхнуть апатию с себя, вигата джвараха, то есть жар этот убрать, джвара, жар, убрать этот жар, джвараха. И шестое мы еще вывели, как бы, да, активно действуй, сражайся, да, мы говорили о том, что это поле битвы, вся наша жизнь поле битвы. Итак, хорошо, продолжим дальше. Я прочитаю 32 стих и 33 мы идем дальше, 33 как раз, да. «Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с моими наставлениями», это вот вчера мы этот стих разбирали, «кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождается от рабства кармы». А вот сегодня мы как раз... я прошу прощения. Да, а сегодня мы говорим о 30, это был 31 стих, а 32 стих тот же,
кто из злобы и зависти отвергает мои наставления, лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Я прочту санскрит по традиции, разберем пословный перевод и немножко уже побеседуем тогда на эту тему. Етватет абхясуянто нануттиштханти мематам сарваджнананнам вимудхамс танвитхи наштан ачетасахам. Которые, однако, это, абхясуянтаха, завистливые, не, ануштханти, исполняют регулярно, мое, матам, наставление, сарваджнана, без всякого знания, вимутхан, совершенно сбитые с толку, тан их, витхи, уясни, наштан, обреченных на гибель, ачета саха, лишенных сознания Кришны. Или ачета саха еще можно как бы без сознания перевести, просто вообще как бы в бессознательном состоянии. Можно это так еще перевести. Итак, давайте прочтем благоприятные мантры, потом комментарии и прям побеседуем на эту тему. То есть здесь Кришна говорит, будет Арджуне говорить о людях, которые полны злобы и зависти, которые отвергают напрочь наставления Кришны, просто напрочь, лишены всякого знания, вимудхи, да, Шрила Прабхупада переводит как безнадежно глупы. И к чему приводит деятельность таких людей, да? Они обречены, их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Итак, те же, кто из злобы и зависти отвергает мои наставления, первое, лишены всякого знания, второе, безнадежно глупы, третье, и все их попытки достичь совершенства обречены. То есть они, это как вывод уже, вот те, кто лишен знания, они безнадежно глупы, это вывод, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Комментарии его божественной милости Абхай Чарнаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Здесь ясно сказано, чем чревато отсутствие сознания Кришны. Как законы государства карают тех, кто не подчиняется правительству, так и законы Бога сурово наказывают тех, кто нарушает волю Бога. Эти бунтари, какими бы могущественными они не были, не обладают знанием о своей духовной природе, а также о верховном Брахмане, Параматме и личности Бога. Ибо их сердца пусты, поэтому им никогда не достичь совершенства. Такой приговор Шрила Прабхупада ставит конкретный. У меня вопрос. Как помните, как вот этих, то есть кто такие, кто постиг Бхагаван, Параматму и Раман? Раман, Параматму и Бхагаван. Как их
как их называют в 28 стихе? Таттва-вид, то есть те, кто постиг истину, таттва-вид. Да. Да. Дхира. Как? Дхира. Ну, тхира это само собой, да, тхира это само собой. Вот. Но при этом еще тхира это как бы такое усеченное название, ну как бы эпитет такой усеченный, тхира. Вот, потому что тхира, по большому счету, может быть и тот, кто просто постиг Бхагаван, то есть Параматму или Браман. Это тоже может быть тхирой. Вот, например, Маевади, они могут быть такими тхирами, мамородные, что, в общем-то, мало не покажется. Но при этом они не являются постигшими Верховную Личность Бога, как вот аспект Верховной Личности Бога. Поэтому вот в 28 стихе их называют таттва-вид, или те, кто постиг истину непосредственно. Вот. И вот те, кто не постиг истину, по большому счету, да, здесь как раз Шрила Прабхупада вот такой приговор выносит. Их сердца пусты, и потому им никогда не достичь совершенства. Я немножко вернусь в комментарию к предыдущему стиху, потому что мы, помните, говорили, что вот в прошлой беседе, Пурушоттама Муран Прабху, вы как раз вот сказали о том, что вот просто взять так и начать вот эти, простите, посвятить все свои действия Богу, вот просто так, да, вот взять, вот прочитал Бхагавад-гиту и посвятил все свои действия Богу, потом, значит, полное знание каким-то образом обрел, да, о Господе, вот, то есть стал таттва-вид, потом отбросил стремление к личной выгоде, вот просто так вот раз, два и бросил. Потом отказался от всяких собственнических притязаний, сбросил апатию с себя и вот, ну, как бы раз и все. Нет. И здесь Шрила Прабхупада, вот как раз он разъясняет в комментарии, выполнить это указание не так-то просто. Но тем не менее мы должны действовать во всем, полагаясь на Кришну, ибо таково истинное предназначение живого существа. Живое существо не может обрести счастье независимо от... Так, и в следующем стихе он говорит также. Мы должны непоколебимо верить в эти наставления и не испытывать Господу враждебных чувств. Есть немало так называемых... люди не говорят сейчас. Но простой человек, твердо верящий в наставление Господа, освободится из-под власти закона кармы, даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. Да, вот здесь вот это важный момент, просто мы немножко такой ретроспективу делаем. Он говорит, значит, такие люди никогда не освободятся из плена кармы, ну, те, кто не следует этим. Дальше, но простой человек, твердо верящий, то есть шрада – это как бы та цена, та основа, да, которая, собственно говоря, дает нам определенную аванс или кредит точнее, доверия, да, таким образом, и который вот этот кредит, он нам позволяет идти по этому пути, по пути Баджана Крии непосредственно. Так, простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона кармы, даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа. Но поскольку он не отвергает их, вот это ключевой момент. Ключевой момент, потому что есть как бы, есть дхарма, есть упадхарма, и есть анударма, да, то есть такие вот приставочки, как ану и апа, которые означают, что мы шастру подводим под себя, подгоняем под себя. В одном случае, ну как бы, вернее, себя подгоняем под Бога, а в другом случае мы Бога подгоняем под материю, под нас, под себя. И это позволяет как бы нам нарушать дхарму. И вот здесь важный момент, не отрицать, если Шрила Прабхупада говорит, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны. Итак, значит, на 32 стихе я еще раз его прочту и давайте обсудим. Те же, кто из злобы и зависти отвергает мои наставления, лишены всякого знания,
безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Итак, абхьясунантах, завистливые. Почему зависть дисквалифицирует дживатму или живое существо? Почему она дисквалифицирует живое существо, вот, скажем так, от обретения удачи? То есть почему живое существо, завистливое живое существо никогда не сможет обрести удачу и не сможет достичь совершенства, как говорит здесь Кришна? Давайте поговорим немножко об этом. Первое, зависть. Я не буду приглашать, сами кто-то. Ну, давайте я. Да, Денис, давайте. Зависть – это, ну, по моему мнению, это попытка получить то, что не заслужено. То есть человек как бы, ну, не заслужил, да, вот это вот он. Нет, чтобы как-то вот это, ну, допустим, вот как говорят там, белая зависть, да, это вот когда человек, допустим, увидел, понял, что что-то хорошо, например, там мудрость какая-то, и он ее просто добивается, ну, постепенно развиваясь там в сознании Кришны. Мгм, А когда он этот путь не прошел и уже сразу хочет получить, это как своеобразное воровство такое, вот, ну, то есть незаконное присвоение. мгм. Вот, да. Я вот как-то вот так думал. Так, есть еще какие-то соображения на этот счет? Да, есть. Я вспоминаю лекцию по поводу зависти, и там было 4 лекции огромные, там что-то часа полтора, два, три, не помню, вот. И там говорится, что зависть – это такая тема, то есть завистник. Кто такой завистник? Это тот, кто хочет лишить того, кому он завидует, предмета зависти. Если вы помните, был такой сатирик, как его зовут-то, господи, ну, неважно, советский, российский. Он сказал, что когда у человека спросили, что ты хочешь себе, но я соседу сделаю в 2 раза больше, то сказал, выколи мне глаз. А, То есть, да. понимаете, да, то есть причина зависти, она именно вот, есть белая зависть, когда я завидую достижениям, и это меня катализирует для того, чтобы действовать, в хорошем смысле, это вот именно белая, да, Мгм, нефильтрованная зависть, да, а есть вот именно такая, которая как раз-таки сподвигает человека на какие-то низкие поступки, которые, ну или, по крайней мере, чувства, которые возникают для того, чтобы лишить того, кому я завидую, предмета зависти. Вот, а это завидуем мы по итогу Господу, потому что Он наслаждается, а мы нет. Вернее, Он даже не то, что наслаждается, а Он как бы, как это, Он контролирует, а мы нет. То есть мы приходим сюда, в материальный мир, господствовать, потому что наслаждаться можно было и в духовном мире. Вот, мы приходим сюда господствовать, без Бога здесь наслаждаться. В этом проявляется наше качество зависти. Ну вот, что знал, сказал. То есть, другими словами, правильно я понимаю, что коренная причина, по сути дела, нашей зависти, она лежит как раз в зависти Богу. Ну, И конечно. да, и естественным образом, если мы завидуем Богу, мы не можем принять Его наставление, и мы не можем принять своего положения по отношению к Богу. А, соответственно, о какой удаче может идти речь в этом смысле? Да. Есть какие-то еще, может быть, дополнения вот по поводу зависти? Мгм. То есть, хорошо, давайте с завистью мы разобрались, а дальше Кришна говорит, он перечисляет, как бы, первый завистливый, да, те, кто отвергает из злобы и зависти, отвергает мои наставления, и дальше он говорит лишь вимудхан, 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 ну, мудхан, помните, мы говорили, мудха – это осел, и мы приводили такой пример, как, почему глупых людей называют мудха, потому что мудхи, как правило, ну, и вообще современный человек, вот этот сактаха, который привязан к чувственным наслаждениям, он что стремится? Он стремится избежать процесса, да? Ему нужен сразу результат. То есть он видит, видит что-то, чего он хочет, и он не хочет трудиться. Он хочет вот эту, так сказать, карму, да, зачеркнуть карму.
зачеркнуть карму, деятельность, и хочет сразу получить результат. И вот осел, он таким образом, желая получить морковку, попадает в процесс, да, то есть вот пока он ходит за этой морковкой, мы говорили, что ему на голову привязывают, да, такую морковку, и он за ней идет и вот ждет, вот он сейчас ее как бы вот схватит. Вот, но ничего не получается. И вот он ходит с утра до ночи вот так по кругу, там, или жернова там к нему что-то привязывают, либо в прачке его используют, говорят, что ну, там как-то что-то крутит, стирает. Вот это мудха, да, то есть если мы пытаемся избежать процесса, а хотим сразу результат, то непременно мы попадем в процесс, обязательно мы попадем в процесс. То есть это иллюзия, что может результат прийти без процесса. Например, если мы говорим вода, 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 то вода от этого не появляется. Или, например, я хочу, да, мы говорим я хочу, но это не означает, что то, что я хочу, появится здесь. Мы приводили, помните, разные вот эти сказки русские народные, да, и, скорее всего, для нас это очень актуально, да, вот получить результат без всякого процесса. Там, для этого у нас волшебные палочки, для этого у нас сапоги-скороходы, шапки-невидимки, скатерти-самобранки и все остальное. Да, таков менталитет, по щучьему велению, по моему хотению. Ну вот это сказки, да, нормальные сказки. Вот. И человек попадает, мудха, он попадает в процесс. Другое качество, которое описывает Шрила Прабхупада, осла. Осел трудится на хозяина, да, это другая как бы вот другой аспект мудхи, да, он трудится день и ночь на хозяина. За что? За горстку травы. За какой-то пучок травы он трудится, считая, что вот от него очень много зависит. И Шрила Прабхупада говорит, вокруг много зеленой травы, полно просто, везде трава зеленая, вон она растет, но осел думает, что нет, нет, как же я буду жить, если я уйду от этого хозяина. Вот. И если я уйду от хозяина, то я не смогу питаться, просто чем же я буду питаться? Вот. Поэтому мудха, осел. И есть еще третье сравнение, иногда Шрила Прабхупада приводит, про осла и ослиху. Может быть, помните, да, когда... Ну, вообще, если кто-то наблюдал, вообще, каким образом осел или шаг, осел, да, как он ухаживает за ослихой. Он ухаживает очень, знаете, терпеливо, я бы так сказал. Она легает его просто в челюсть, ногой, в грудь, там, вот еще куда-то, легает. Но он все это сносит терпеливо и пытается все вот как бы подбираться к ней все ближе и ближе. Вот это вот мудха, осел, тот, кто очень настолько привязан к чувственным наслаждениям, что, так сказать, может терпеть побои хозяина, побои жены, условно говоря, там, да, или там какой-то противоположного пола. Вот. И вот эту несносную жару, там, идя за морковкой целый день, пытаясь вот, достать эту морковку. Так почему мудха, он никогда не обретет совершенства, никогда не достигнет совершенства? Давайте еще обсудим вот это. Какие есть на этот счет соображения? Даже здесь интересно, что Кришна говорит не просто мудха, не просто осел. Он говорит вимудха. Вимудха, и здесь он говорит безнадежно глупый просто. Кришна говорит просто безнадежно глупый. Вимудха. То есть не просто глупый, а безнадежно глупый. И почему же вот вимудхи, они, ну как сказать, вот люди, ну хорошо, но мало ли что, ну мы привязан человек к противоположному полу, окей, ну работает, трудится очень хорошо, ну или там хочет волшебную палочку. Что значит? Он что, не может достичь совершенства? Почему? Давайте разберемся. Произошла ошибка. Еще раз. Да, я попробую еще раз. Видите, произошла ошибка. Давайте, может, я начну. Давайте, Это Денис, помогать. самый активный. Мы Пурушоттаму Гурангу на десерт оставим просто. На десерт его Ну, оставим. дело в том, что если сравнение происходит, ну, со ослом, как я помню, это те люди, которые, во-первых, ну, находятся вот в этой гуне там невежества, страсти, то есть это те люди, которые
погрязли вот в этих вот грехах материальности и прежде всего ложного эгоизма своего, которые идут на поводу своего ложного эгоизма. И пока они служат ему, они будут вот этими ослами, ну, как я понял. Вот, поэтому, то есть пока человек, получается, в своем, ну, на лотосе своего сердца пока сидит свое я и эго, Мгм. то именно поэтому у него ничего и не будет никогда получаться, и все будет заканчиваться, ну, печально, ну и безнадежно, пока он вот этот момент не изменит внутри себя. Ну а как это меняется, я не знаю, может быть, это какие-то и внешние силы могут как-то сподвигнуть человека к этому, может быть, и, ну, допустим, посредством проповеди, или киртана, там, ну, как-то, может быть, ну, извне, вот, ну, как-то это можно изменять, ну, вот, ну, вот так вот, в общем. Мгм. Но мы сейчас, в принципе, хотим определить просто ну, другую вещь. Просто мы хотим понять, ведь все стремятся к совершенству, все хотят обрести в чем-то удачу, у каждого есть свое понимание совершенства. И помните, мы говорили вот эти 4 цели человеческой жизни, это дхарма, артха, кама, мокша. То есть кто-то хочет стать, достичь совершенства или успехов в совершении долга, в исполнении долга. Кто-то хочет достичь в работе очень серьезного карьерного роста, он хочет достичь, да, как однажды Шрила Прабхупада, он был на переговорах с одной японской компанией, которая ну, хотела заключить с ним контракт о том, чтобы напечатать Бхагавад-гиту на японском языке определенный, да, и он обратился, Шрила Прабхупада обратился к одному из менеджеров этой компании, он сказал: какова ваша цель вашей жизни, какова, объясните, какова цель вашей жизни? И этот вот менеджер, он очень наглядно показал, там лежали карточки с именами, ну, как бы эти визитки, да, с именами там, генерального директора, там, зам генерального директора. И он быстренько-быстренько из этих карточек выложил такую пирамиду, да, иерархическую пирамиду. И потом достал себя откуда-то из низа и так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык вверх ее так вот положил. Да, то есть карьерный рост. Да, то есть в Артхе многие видят свое ну, как бы достижение совершенства, свой успех именно в Артхе, да, то есть став генеральным директором какого-то концерна крупного или своего предприятия. А третья цель, мы говорили, кама, да, то есть те, кто уже имеет вот эту артху, а для них целью является само чувственное наслаждение. То есть они хотят наслаждать свои чувства, и это их является конечной целью. И также есть четвертая категория людей, для которых совершенством является освобождение, мукти. То есть они уже вкусили все, что можно. Они уже там, столько наслаждались, что поняли, что счастье не в этом. И теперь они хотят просто все, пожалуйста, мне ничего этого не надо. Мне не нужны ни деньги, ни женщины, ничего. Просто дайте мне спокойно, вот, ну, как бы вот, почувствовать себя корпускулой света в Брахмаджьоте, в сиянии Бога. Все, мне больше ничего не надо. Вот. И я так уже устал от всего этого. И вот это, для них является это совершенством. Но Кришна говорит, что вимудхи, то есть те, кто не принимают его наставлений, с одной стороны, те, кто проникнуты злобой и завистью, и именно из зависти не принимают его наставления, да, потому что не считают его авторитетом. С какой-то стати, вот так же, как Хираньякашипу, Хираньякша, они, кто такой, почему, кто это себя объявил Богом, кто такой Вишну, что значит Бог богов, кто такой Вишну, я Бог. И таких было много, на самом деле. Царь Вену, там множество исторических таких персонажей, которые не принимали просто Вишну, Кришну, Верховную Личность Бога, не принимали не то чтобы его наставление, но его само, из злобы и зависти. И вот, собственно говоря, почему же? Ну да, мы видим, что практика показывает, что они не достигли совершенства. Ни Равана, ни Хираньякашипу, ни Юлий Цезарь, ни Александр Македонский, ни Гитлер и так далее. Но мы видим, это практика. А вот нам надо понять, почему. Потому что, как говорится, шрада или как бы есть доверие определенное, но наше доверие, оно должно пройти уровень веры и выйти на уровень уверенности, ништхи. И здесь мы тоже, так сказать, пытаемся философски разобраться,
в словах Кришны, осмысливая их. То есть если мы просто принимаем все на веру, то это мы скатимся либо в сентиментализм, либо фанатизм. Если мы просто ну, как бы рассчитываем на собственные усилия или просто, ну, как скажем, пытаемся умничать и философствовать, мы как становимся муни. Муни, у каждого муни своя позиция, своя концепция, свой комментарий и тому подобное. Но мы просто становимся спекулянтами, ничем не отличающимся от ученых, да, современных ученых. Потому что современные ученые, они что говорят? Иногда просто я беру для проповеди, начинаю читать какие-то книги ученые, научные. И вот когда касается каких-то вещей, вот фактов, научных фактов, да, то есть на уровне протягши, они очень сильны. Но как только они выходят на уровень ануманы, да, то есть размышлений каких-то, сразу перестает интерес быть. Потому что они говорят, возможно, вероятно, скорее всего и так далее и тому подобное. То есть вот этот момент, если у нас нет шрадги, вот, но мы пытаемся культивировать знания, то мы превратимся в таких философов. С другой стороны, если есть шрадха, но нет знания, если мы не культивируем знания, вернее, нет у нас осмысления, медитации, то мы превратимся в сентименталистов просто. Мы просто будем сентиментальными такими, знаете, вот. Как на Радхакунде иногда можно встретить русских, вернее, не так, как говорил Джива Госвами, бабаджи, бородатых гопи, да, или не, бабаджи, одетых в саре с бородой, вот, ругающихся русским матом, да, такие, но переодетые в гопи, вот такие сахаджи, да, пракрита сахаджи, то есть сентименталисты. Вот, поэтому мы хотим осмыслить это, и сейчас давайте еще прям вот остановимся на, что же такое авимудха, и дальше перейдем к ачетасаха. Вимудха, почему вимудхам закрыт путь к совершенству? Еще, как вы? Можете что-то добавить? Ефрем, ну вот я сейчас тоже сидел, думал, не могу понять, может быть, время как бы уже такое. Я вот не нашел, к сожалению, честно признаюсь, не знаю, почему. Вот, что-то ничего не идет из головы. Вот, единственное, вот, ну, размышлял вот о чем, о том, что первый момент, так как у них эмоция, ну, как бы зависти, это эмоция, которая блокирует разум человека. Вот. То есть, и так как блокирует разум, то, соответственно, у них разум, он получается, ну, это энергия, ну, как бы эмоция гнева, поэтому разум отключен. А раз разум отключен, то, соответственно, без разума они не смогут вообще, ну, что-то осознать, то есть даже отличить хорошее от плохое. Поэтому у них система ценностей полностью перевернута. То есть они воспринимают то, что хорошо, они считают это плохим, а то, что плохое, считается хорошим. И вот это похоже, вот такое, ну, как бы они получают такой, скажем так. И это не позволяет им даже выбраться. Вот. Это вот первый момент. Но второй момент, над которым я вот думал, это, наверное, вот та медитация, которая есть. Тут хоть и ну, как бы написано, что им никогда не достичь совершенства, но я все-таки, знаете, о чем думал? Я подумал, а если вот, ну, все-таки накормить их просадом и харинаму, если они мимо проходят, что произойдет в этом случае? То есть, по идее, Святое Имя, оно может как-то проявиться, или просад как-то может сыграть. Может, все-таки у них есть какая-то надежда? Я вот об этом сейчас думаю. Да, спасибо. Вы, ну, фактически вы точно, ну, почти точно, да, ну, как бы с точки зрения вечера, конечно, уже тяжело как-то так вот немножко соображать, с утра легче. Но здесь, помните, Кришна говорит в Бхагавад-гите о 4 типах людей, которые никогда не достигают его. Это душкритинах. И среди них там 4 категории он перечисляет. Так вот, ну, вимудхи или там наратамы, низшие из людей, да, чандалы. То есть те, кто, во-первых, ну так, если систематизировать, те, кто находится в гуне невежества,
Те, кто душкритиных, это те, кто кого нет сукрити, чтобы понять духовное знание. Нет у них сукрити, душкритина. И несмотря на то, потом вот мы говорили о завистливых, да, то есть кто такие ученые? Ученые пахрита майя гья, да, то есть тех, чей разум похищен иллюзией, Кришна говорит. То есть это завистники, да. Ученые, по большому счету, которые отрицают Бога, это никто иной, как завистник. Это завистливые люди. Завистливые люди. И вот это вторая категория, да, майя пахрита гья. То есть тех, чей разум украден иллюзией просто. И вот завистливые, низшие из людей, вот в данном случае как раз Кришна перечисляет их. Но вы очень здорово сказали про сад и про чистый звук, потому что именно вот то, что произошло после ухода Кришны, да, спустя 4500 лет, да, не то чтобы Бхагавад-гита была переписана, но сам Кришна, он дал нам всем нам дал очень хороший шанс и очень хороший метод. То есть, другими словами, есть три вещи, которые могут перевести душкритинах из разряда душкритинах в разряд сукритинах. Вот. Но мы к этому сейчас еще вернемся. Я хотел бы еще один термин вот этот разобрать, здесь важный. Вы правильно сказали. То есть, другими словами, мы вот опираясь на этот стих, почему Кришна? Кришна говорит, что вот эти, то есть низшие из людей, да, вимудхи фактически, низшие из людей. И второе, те, чей разум, как вы правильно сказали, заблокирован или украден иллюзией, вот, это завистливые, да, те, кто завидует Богу, Верховному Богу, вот, они никогда не достигнут меня, Кришна говорит. То есть душкритинах, это вот те из разряда душкритинах. И дальше есть еще здесь термин ачетасаха, да. Ачетасаха – это, по сути дела, 99,9%, да, то есть если там вимудхи, ну ладно, какая-то категория, да, там вимудхи, они всегда счастливы, как глупцы и мудрецы, да, всегда счастливы, а это вот вимудхи, низшие из людей. Но здесь, ну, как бы с ними понятно, да, с завистливыми, ну, примерно тоже понятно. А вот дальше ачетасаха. То есть 99,9% людей, они не проявляют какой-то сильной злобы к Богу, что ли, да? Они, более того, они могут быть верующими. Они могут быть реально верующими, ну, так называемыми, да, верующими. То есть верить в то, что Бог есть. Не верить вот именно в слова Бога, а верить в то, что Бог есть. То есть есть как бы две категории верующих. Первая – это категория, которые верят в Бога. Ну, то есть Он есть, я в это верю, да, что Бог есть. Ну, хорошо, немного уже разума есть, здорово. Но дальше что происходит? Дальше происходит то, что я верю, что это место занято, я верю, что я не контролирующий, но теперь, поскольку я знаю, что Бог есть, теперь я не знаю, к кому обращаться мне с просьбами, да, и вот как сегодня замечательно, Пурушоттама Гауранга Прабху, вы говорили, да, о вот этих двух ролях, да, то есть Бог как Отец, да, в нашей вот православной традиции там, наверное, неспроста говорят о Боге как об Отце. Вот. Отец, по большому счету, действительно, он это тот, кто заботится. Отец – это тот, кто всегда прощает. Отец – это тот, кто оберегает. Отец – это тот, кто даже учит. Хотя мы сегодня говорили, что в конечном счете, ну, так сказать, нужно дяде отдавать. Не отцу, не отец должен учить, а дядя. Но, тем не менее, отец – очень такая ипостась. И отец – это тот, у кого можно просить. Деньги, там, машину покататься, там, ну, там еще одно, второе, третье, четвертое. Вот такова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй мя грешного. То есть я грешу, а ты меня помилуй просто. Вот, а я буду исповедоваться, вот каждый так вот раз приходить, исповедоваться, а потом грешить и опять исповедоваться. Но Иисус об этом не говорил. Иисус говорил: иди и не греши. Вот. Когда он вот этой куртизанке, да, или как, женщине легкого поведения, когда ее хотели закидать камнями, да, он сказал: ну где твои судьи? И я не судья тебе. Иди и не греши. Вот это и есть смысл покаяния. Но то покаяние, профанированное покаяние, которое сейчас мы можем видеть, вплоть до, ну это, слава Богу, уже позади, да, индульгенция,
как в одном фильме, даже там разбойник пришел к падре, к священнику католическому и сказал: вот я хочу, значит, ну, как бы заплатить за свои грехи, там, да, ну, индульгенции. Там деньги даешь, и все, и тебе списывают нормально все. Ну, как бы хорошие взаимоотношения. Почти как есть такой, знаете, храм Баладжи в Тирупати, в Индии. И там Баладжи, божество Вишну, оно с закрытыми глазами, и на глазах тилоки стоят. То есть он дает любые благословения, не глядя, просто не глядя, знаете, он дает любые благословения, не глядя. И там огромные очереди, огромнейшие очереди просто стоят люди, которые идут за благословением и просят, как у отца: дай то, дай сё, дай здоровье, дай денег, дай то. Там даже бизнесмены приходят и заключают контракт с Баладжи, и 50%, 50 на 50 работают. У них у всех идет как бы хорошо все, нормально, здорово. Вот, и они 50% дают Баладжи. И храм Баладжи, его крыши, они крыты золотом, золотом крыты. И там огромные мешки ежесекундно. Вот такие взаимоотношения. Бог говорит: хорошо, ладно, но я просто закрою глаза тогда и буду благословлять тебя. Там Баладжи особой истории, ему нужны были деньги. Хотя интересно, да, Верховный Господь, а ему нужны деньги. Такая лила. Вот. И подобно этому мы пытаемся быть, не верить Богу, а верить в Бога. Это легче, потому что, ну да, мы верим, что Бог есть. Все. И верою как бы мы спасаемся. Да? Есть такой постулат. Верою спасаемся. Да нет, какой верою? Верою в слова Бога. Вот в чем дело-то. Вот в чем секрет. Верою в слова Бога. Не верою в то, что Бог есть. Это может, ну, как бы даже, знаете, как в анекдоте, Вовочка даже, маленький мальчик Вовочка, он может постичь эту истину. Когда учительница сказала: дети, сейчас выйдем на улицу, протянем руку в небо и покажем Богу фиг. И все дети вышли, показали Богу фиг, а Вовочка не стал это делать. Очень разумный был. Раньше, знаете, раньше, я немножко отступлю, раньше, вы понимаете, да, кто этот Вовочка, персонаж какой? То есть, поскольку это было еще в советские времена, то мало кто догадывался, но это речь шла о Владимире Ильиче Ленине. Вот, если кто не знал, я вам скажу. Есть такой анекдот, когда это проясняется, когда это очень ясно проясняется. Вовочка бежит по школе, увидел директора и тресь ему пинка. Директор развернулся, увидел, хотел отругать, а потом говорит: Вовочка, у тебя несчастье, у тебя несчастье. Что за несчастье, непонятно. И вот он дальше бежал, там завучу треснул, еще кому-то. И все оборачивались и вот так сказали в сердцах состраданием, так говорят: Вовочка, у тебя беда, у тебя несчастье. Ну, ладно, прощаем тебе. И Вовочка пришел домой и сказал: мам, что у нас за несчастье вообще? Все говорят, что у нас несчастье. Вовочка, крепись. Сашу, твоего брата Сашу, повесили за покушение на царя. Вот. И тогда, ну, этот он анекдот раскрывал, как бы, да, что кто такой Вовочка. Сейчас, наверное, есть другая коннотация, но, тем не менее, Вовочка иногда предстает как очень разумный персонаж. И в данном случае он не стал показывать фигу в небо. И учительница естественным образом задала ему вопрос: а почему, Вовочка, ты не показываешь фигу? И он ответил: если Бога нет, то кому показывать? А если Бог есть, зачем отношения портить? Вот. И на самом деле это называется пари Паскаля. Пари Паскаля – это значит, что… то есть, но пари Паскаля, с ним можно выходить на людей, которые выше наратамов, выше на, так сказать, безбожников, тех, чье знание украдено иллюзии, низших из людей и демонов, да. То есть знаете вообще, кто-то знает, что такое пари Паскаля? Нет? Ну, Я нет. Ага, нормально. Пари Паскаля – это значит, что я теряю, если я живу так, как будто бы Бог есть. Но что я приобретаю, если Бог на самом деле есть, и я живу так, как будто бы Он есть? Да? Или, ну, то есть примерно так он звучит, пари Паскаля. То есть мы ничего не теряем. Потому что, почему? Потому что иногда действительно даже на уровне вот уже как бы доверия иногда могут возникать сомнения. То есть еще пока нет нишки, твердой веры, могут возникать сомнения. Как однажды Бхактивинода Госвами Махарадж, ему там его ученики прислали
какую-то переписку они увидели в чате, не преданные, они просто, ну, какие-то юноши, они писали: слушай, ты представляешь, кришнаиты не пьют, не курят, не одурманивают себя ничем, мясо не едят, сексом не занимаются, ну, вообще как бы, да, с посторонними. Там в азартные игры не играют. А ты прикинь, если Бога нет. Не, они не так сказали. А прикинь, если Кришны нет. Вот так вот. Да. А прикинь, если Кришны нет. Ну, то есть тогда получается, что все напрасно. Да, если Кришны нет, тогда все напрасно. Нет, на самом деле Пари Паскаля говорит, что если, даже если Бога нет, как говорил Шрила Прабхупада, вот один раз достали просто, им сказали: ну, а если нет Кришны? Ну, а то если нет Кришны. Ну, вот, ну, знаете как, это все равно, что он говорит: ну, а если у тебя нет отца? Ну, если у тебя нет отца, ну, что ответить на такие вопросы? Ну, Шрила Прабхупада понял, что не отстанут, и он сказал: ну, даже если Бога нет, то это все равно очень хороший способ прожить жизнь. Вот. Итак, ачета саха– это люди, которые находятся в бессознательном состоянии. И я сказал, что… Да, там кто-то активно подключился у нас. И я сказал, что 99,9% находится именно в этом состоянии, в этом сознании ачета саха. Да? То есть, ну, как бы вне себя, что ли, вне сознания, да. И почему это происходит на самом деле? Почему люди пытаются, ну, как бы оказаться в бессознательном состоянии? Здесь есть много вещей, которые как бы Майя, Деви, да, она дает нам, да, чтобы нас ввести в это состояние ачетасаха. Причем по нашему желанию. Ачетасаха, то есть бессознательное состояние. Алкоголь, наркотики, казино, незаконный секс, биржевые игры, компьютерные игры, виртуальная реальность. Смотрите, сколько способов выйти из сознания, просто из человеческого сознания нормального. Да? Майя дает нам столько возможностей. И говорится, спрос определяет предложение. Да? То есть почему так много предложений выйти из сознания просто? Просто, ну, как бы оказаться в бессознательном положении. Как вы считаете? Давайте обсудим вот это. Почему? Вот это очень важная вещь, она самая актуальная для сегодняшнего момента, для сегодняшнего мира. Потому что, разобравшись в этом, мы сможем помочь людям объяснить вообще, в каком состоянии находятся они и почему это состояние ачета-саха ставит крест на их совершенстве, на их счастье, на их удаче, на их успехе. Почему это востребовано в современном обществе? Андрей, вы еще, по-моему, не говорили. Ты, может быть… Я слушаю, но как-то что-то сегодня не могу включиться. Я все понимаю, но не знаю, что сказать. Ну, может быть, какая-то иллюзия создается, что вот даже компьютерные игры, люди живут в каком-то мире непонятном, и просто их не привлекает как бы то, что внешнее. Они туда уходят и живут там. Или, ну, алкоголь тоже, наркотики. То есть какое-то создается внутреннее, ну, не внутреннее, создается какое-то мышление, что вот именно в таком состоянии жить интереснее. Ну, вот не знаю, что-то никак не могу, вот другое не идет в голову сегодня. Давайте еще кто-нибудь. У кого еще в голову не идет, давайте что-нибудь вы скажите. Ну, давайте я еще скажу. Давайте. Ну, я это понимаю так, что человек, вот, который… я просто ведическое и связанное с созданием Кришны, ну, как бы ноль еще только учусь, но я имею в виду, что я вообще думаю об этом. Просто когда люди живут не духовной жизнью, ничем не интересуются, они просто как в инерции болота находятся, и они все потихонечку туда вот так вот уходят, и, ну, и все, как говорится, дальше. Но что их может… но тут надо что-то внешнее, чтобы их оттуда, ну, начать вытаскивать. То есть это или делается, допустим, через
там преданных, опять же, распространяется информация, там, А, да, а мы, вот. а мы сейчас пока не говорим о том, как их вытащить оттуда. Мы хотим в причинах немножко разобраться, потому что кто-то скажет, да не надо меня вытаскивать отсюда. Я нормально, я хорошо живу. Мы сейчас хотим просто понять причину вот этого ачетасаха, почему человек стремится в бессознательное состояние, это первый вопрос. А второе, почему это крест на нем, почему он, вот просто сам человек должен с позиции, то есть, ну, вернее, сейчас, если мы поймем, почему это крест на нем, почему он не достигнет никакого совершенства, находясь в бессознательном положении. То есть вот вы, то есть и Андрей правильно, в принципе, ну как бы он развивает эту мысль, и вы сейчас развиваете правильно, но мы сейчас пока не будем заходить в туда, как бы вот, что поможет вывести, ну или привести в сознание, да, опять. Вот. Ага. У нас, да, у нас сейчас, мы по времени немножко я затянул все это. Значит, смотрите, мы что можем сделать. Мы можем перейти в сессионный зал и там немножко пообщаться, буквально минут 15. А сейчас у нас следом идет женский клуб. У них сегодня вот как бы сессия. Вот. А мы можем перейти в сессионный зал. Я не знаю, правда, я не пробовал еще, как это делается, но мы сейчас попробуем перевести в сессионный зал всех. И если получится, то будет вообще замечательно. Мы там немножко продолжим, потому что тема очень интересная. В смысле, Так. отключаться надо или чего? Не-не-не, не надо отключаться. Я сейчас... так, сейчас, секундочку. Так. Здесь... Дилшан Прабу, вы пока Да. переходите, хотите, я свое мнение вставлю, пока Да, там как давайте, раз... да, давайте. Да, мы, если я не ошибаюсь, просто параллельно еще тут дела делаю, Мгм. мы разбираемся в том, почему человеку удобно находиться, и почему он несчастен и неудачлив, не идя по пути духовного совершенствования. Я правильно вопрос понял? Почему, вот мы сейчас говорим, да, почему люди стремятся в это состояние ачетасаха, то есть в бессознательное состояние, пытаются вот уйти там в виртуальную реальность, в чувство наслаждения, в секс, там, вино, наркотики и так далее и тому подобное. Ну, все очень просто. Есть, как это, Так, вы чуть-чуть зависли. Ага. Сейчас я, наверное, что-то там не так сделал. Вот, нажал какой-то, может быть, сессионный зал. Сейчас, Наталья, сейчас мы прям буквально уже выходим в другую комнату, уйдем. Прям буквально еще. Да, давайте. Я, да. Значит, смотрите, я так понимаю, что у нас на повестке дня две причины. Слышно, да? Да. Если кто-то из вас фильм «Матрицу» первую смотрел, наверное, что-то смотрел, это же давно было. Вот, помните, там был главный предатель, когда они из «Матрицы» проснулись, эти главные герои, и там был тот, который их предал, такой тоже лысенький, с бородкой, и они, когда с этим агентом Смитом сидят, если я не ошибаюсь, Угу. он говорит, счастье в неведении. Он говорит, я вот сейчас ем это мясо, запиваю его вином, и «Матрица» дает мне ощущение, что это реальность, и я от этого кайфую. Мне вот эта правда ваша не нужна. Я хочу кайфовать, я хочу кайфовать. А как можно кайфовать? Что нас подвигает на то, чтобы кайфовать? Лень, матушка. Вот эта лень-матушка, она как раз-таки, на мой взгляд, и является движущей силой вот этого вот желания находиться в иллюзии постоянно. Потому что для того, чтобы что-то делать, нужно усилия прилагать. А усилия прилагать это, как-то зачем, когда можно ничего не делать? Наоборот, надо просто заглушить эту. Почему? Потому что у нас внутри, когда я ленюсь и ничего не делаю, внутри неизбежно просыпается кто? Параматма. Она говорит, слышь, друг, давай, что-то надо делать. Ты же человек, ты не животное, ты живешь не зря. И внутри, если ты действительно человек,
появляется внутреннее беспокойство. Человек думает, что ж такое, я, наверное, не так живу, что ж не так. Это вот голос Параматмы. И чтобы его заглушить, нужно уйти в какую-то иллюзию, чтобы некогда было слушать голос совести. Вот. Лень и желание наслаждаться, они идут рука об руку. Вот. А интоксикация заглушает голос совести, то есть Параматму. Я по своему опыту просто говорю, Да, мне кажется. хорошо, давайте мы теперь перейдем в другой зал, и я попробую это сделать, если не удастся, тогда выйти. Так. У нас получилось уйти или нет? Я пытаюсь понять. Нет, не получилось, да? Так. Ага, получилось. Прям как в «Матрице», да? Класс. Ага. Или не получилось все-таки, я сейчас пытаюсь. Смотрю, нас тут мы тут без женщин, правильно? Но, наверное, нет. Были Ага. женщины. Но я их не вижу, смотрите. Значит, они, наверное, у них получается там в женском клубе. Вы имеете в виду, они отключились и пошли в женский клуб? Это новый опыт для меня. Мне нужно сейчас только убедиться, что они все, ну, как бы у них там проходит встреча, и тогда я сейчас к вам вернусь. Итак, давайте обсуждайте пока. Я сейчас к вам прям вернусь через несколько секунд. Продолжайте обсуждение. Вы, Саджи, очень хорошо начали. Это серьезная вещь, серьезная заявка. Пуршон Гуран, мне кажется, сейчас поддержит. Вот. Я сейчас вернусь, просто уточню, как они там. Хорошо, а мы тут на троих соображаем, что ли, с Пурушоттом Агауранга или еще есть? Нет, там есть еще, смотрите, вот Андрей и Денис куда-то делся. да, Денис, да, наверное, да. у женщин остался. Сейчас я должен забрать его оттуда. Я, правда, не знаю, как это сделать, но попробуем. Ага. Хорошо. Так. Здрасте. Да, карта, да. Спасибо. Так, ну что-то ничего не происходит, да, здесь? Меня слышно? Здрасте. Да. Лидер нужен. Нужен А, лидер. я Без понял. лидера все Вот, спят. вот, отлично, отлично. Сейчас Пуршот Гуран Прабу здесь уже. Ага. Да, Пуршот Гуран Прабу. Добавите что-то? Так, а мы сейчас слушали, вроде Садашива, Кавираж Прабу должен еще что-то рассказать, кажется, нет? А он вроде бы все, или нет? Вы видите, где я нахожусь? Да, ему не очень удобно, он может слышать, Сейчас слушать, я но чуть-чуть, да, как животное слышит, но ничего не понимает. Наоборот. Отлично. Хорошо, давайте, Пуршон Гурам, давайте тогда сейчас вот вернемся. Это на самом деле, знаете, почему это важный момент, вот именно что касается причины Ачета Саха, и вот почему люди в бессознательное сами себя туда как бы уводят. Есть несколько причин, конечно же. И второй момент, почему они в этом состоянии не достигнут совершенства. И третье, как им помочь вот из этого состояния выбраться. Вот это 3 вопроса нам сейчас решить бы хорошенько, и на благо всего человечества, так сказать, вот этот, попробовать дать вот этот рецепт, на этом остановиться. Да, Пуршон Гуран. Но если вот я правильно понял вопрос, то почему они уходят в бессознательное состояние, да? Да. Ну, элементарно они просто не хотят брать ответственность за себя, за свою жизнь. Интересно. Развейте мысли, интересно. Вот.
То есть это, состояние как бы, животного, когда ты просто, плывешь по течению, тебе ничего не надо, и ты, ты ни за что не отвечаешь, и, соответственно, у тебя есть возможность делать все, что ты хочешь. То есть ты считаешь, что нет никакой системы обратной связи от своих действий. То есть ты обладаешь, как тебе кажется, полной свободой. Это такая иллюзия, что я полная свобода. Вот. И у меня нет никакой ответственности. То есть, не знаю, насколько это вот. То есть мой ответ это вот люди не хотят просто брать ответственность. Это, да, это на самом деле очень, ну, как бы интересный момент, да, вот ответственность. Но этому предшествует еще что-то, да, то есть это некое качество такое, да, пассивности, но этому, на мой взгляд, еще предшествует кое-что, и это, собственно говоря, а, не нашли они счастья просто. Ну, не нашли они в этой жизни счастья. Не нашли. Вот просто не нашли они в этой жизни счастья, согласны? И дальше им, а поскольку душа, дживатма, она по природе, мы говорили, она сад, чит и ананда, она всегда будет стремиться к счастью. Всегда, абсолютно всегда она будет стремиться к счастью. То она начнет экспериментировать, она будет искать это счастье там, сям, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в восьмом, в девятом и так далее. То есть вот это вот стремление к счастью, да, вот ананда, вот этот, реализация вот этого аспекта сад, чит и ананда, он как бы самый сильно проявленный, потому что в невежестве, например, мы можем согласиться с тем, что мы не вечны. Да, мы готовы сказать, что ну да, ладно, мы не вечны, окей, все, мы с этим как бы согласны. С тем, что мы не полны знания, ну, так или иначе мы можем разбираться, да, мы берем то, что прикладное, то, что нам нужно, мы как бы берем, то, что не нужно, мы не берем. Вот, и, ну, хорошо, с этим тоже разобрались. Но вот есть третий аспект, с которым мы никак не можем разобраться, это ананда. То есть мы по природе, это нам не надо объяснять, да, мы люди, которые, сегодня мы очень интересно говорили с вами, да, про эмоции, да, потому что эмоции – это основа жизни, эмоции, бхава, основа жизни. Без эмоций все, жизнь не считается жизнью. И, собственно говоря, когда человек не находит вот этого, когда он выгорает, все его дофаминные пути выгорают, внутри, да, внутренние вот эти дофаминные пути выгорают, или выгорают по простой причине, он не получает дофамина, он не умеет просто как бы в себе черпать, да, в себе черпать атмарати, он не смог стать атмарати, вернее, не пытался, он даже не знает, что можно стать атмарати, что можно из себя черпать внутри. Что происходит? Происходит то, что он начинает стимулировать себя извне. Это то, о чем вот вы же говорили, по-моему, или сегодня, или, может быть, вот позавчера, да, или когда-то, да, он начинает извне стимулировать. И вот это приводит его как раз в бессознательное состояние. Все, то есть, или интоксикация, это иллюзия, то есть ему нужна искусственная иллюзия, все. Ему нужна искусственная иллюзия. Или интоксикация, или виртуальный мир, или чувственное удовольствие именно в виде общения с противоположным полом. Если карма не очень хорошая и нет возможности с противоположным полом общаться, хорошо, тогда вот у меня есть зеркало моего ума, который я буду, или экран, такой голубой экран моего ума, в котором я буду рисовать всякие картины и будут мне помогать книги, театр, кино, я не знаю, что там еще, журналы, газеты, да, YouTube, ВКонтакте и все остальное. Они будут помогать создавать мне мой мир, мою иллюзию будут создавать. И я в этой иллюзии буду себя как бы видеть счастливым, да, то есть попытаюсь. И вот это ачета саха, да, вот это вот как бы бессознательное состояние, почему оно собственно говоря, не приведет к совершенству, потому что так устроен даже с точки зрения физиологии наш организм, что когда мы получаем дофамин извне, наша способность вырабатывать дофамин, все, нейронные сети рушатся полностью.
И нам, получается, нужно все больше и больше и больше вот этого стимулятора извне, и это приводит нас в самое конечное, даже с точки зрения химии, в самое, так сказать, конечную точку, на дно Вселенной фактически. Вот если кратко. И отсюда, то есть мы разобрали там, что приводит, мы разобрали то, почему это, ну, крест, да, на живом существе, почему живое существо крест. И дальше важно понять, а что же мы, как люди, обретшие знания, или люди, которые, скажем так, ну, в какой-то степени хотя бы уже черпаем, да, вот как Сада Шива Караш сказал, да, тхира, да, то есть мы, по крайней мере, вот в состоянии можем время от времени в состоянии равновесия входить и абсолютно, ну, как бы точно, что состояние спокойствия, как вы сегодня сказали, Пуршон Гуран Прабху, это и есть уже эмоция, реально. То есть у нас отсутствие страданий на сегодняшний день, это и есть уже счастье. В материальном мире отсутствие страданий – это и есть уже счастье. Вот. И, собственно говоря, вот не надеясь ни на что, уже погрязший, так сказать, в незнании, в невежестве, человек стремится просто хотя бы вот, ну вот не трогайте меня, ну просто дайте мне возможность быть в иллюзии, там, которая, ну как бы, там по морде не дадут по-настоящему, хотя вот с точки зрения интоксикации там еще как дают. Ну, по крайней мере, уже не так чувствительно это для живого существа. Вот. И поэтому люди стремятся в эту иллюзию, да, подобно ослам, которые, получая пинки в челюсть, в грудь, там, я не знаю, в ухо от Майи, от Дурги, от, не знаю, членов семьи, они продолжают терпеть это, да, потому что они уже не видят другой альтернативы. Поэтому распространение знания, трансцендентного знания, и дальше как раз мы переходим вот к той теме, да, потому что достаточно ли распространение знания? Ведь Кришна говорит здесь, вот если мы сталкиваемся вот с этими 4 видами людей, да, которых он относит к душкритинах, они никогда не примут это знание. Они никогда не примут это знание, и это означает, что все, они как дживатмы просто переходят в нити бандху, да, то есть вечные неудачники, вечные, как бы вот, вечно обусловленные души. Но статистика меняется, потому что сам Кришна, как Шри Чайтанья Махапрабху, придя в этот мир 500 лет назад, он дал метод как раз. И вот этот метод, собственно говоря, переводя его на наш русский современный язык, это чистая пища, чистый звук и чистая любовь. То есть это воспевание святых имен, трансцендентный звук, это пища Шри Бхагават Прасад. Помните, мы говорили как раз, тот, кто вкушает пищу, не предложенную мне, истине вкушает лишь грех. Кришна говорит в 3 главе как раз. Да? То есть мы в 3 главе как раз прошлись по чистой пище, по чистому звуку, и чистая любовь, то есть это то служение, которое, собственно говоря, Кришна и призывает делать, скинув апатию, сражайся. Сражайся, как можно назвать это чистой любовью, интересно, да? Что значит чистая любовь? Скинув апатию, сражайся. Сражайся, и это становится чистой любовью или любовью, основанной на бескорыстном служении, бхакти, тогда, когда мы полностью отказываемся от результатов, не имеем собственнических, вернее, личной выгоды и собственнических притязаний, как вот мы говорили в предыдущем стихе. Вот. И это вот становится чистой любовью. Ну, хорошо, мы по времени немножко прошли. Давайте, может быть, еще кто-то дополнит что-то, или если есть вопросы, давайте вопросы. Сада Шива Караш, мне просто вот очень нравится, как вы вот умеете справляться одновременно с разными функциями. Вот. И это, кстати... К сожалению, вынужден, к сожалению. Нет, это на самом деле здорово, и дай бог счастья, я не знаю уж кому там, кто там Zoom придумал и вообще интернет, ну не Биллу Гейтсу, Да. ну кому-то там, да, может быть, и потому что это дает возможность нам сохранять сангу, то есть общаться, даже находясь вот на достаточно почтительном расстоянии друг от друга. Вот. Даже Еще, в процессе, в пути, да, мне нравится. да, мы каким-то образом еще попробуем подключить
ну, как-то, вот знаете, такую интеграцию, может быть, удастся сделать тех, кто смотрит трансляции, да, они потому что могут задавать только вопросы в чате, соответственно, там ВКонтакте или в YouTube, а вот сразу как-то это сделать, да, какой-то такой чат, чтобы прям они тоже могли, те, кто в трансляции, могли бы участвовать в этом. Было бы, конечно, вообще замечательно. Вот, но я думаю, что-то уже наверняка такое есть, интеграции какие-то. Вот. Ну и так, какие-то буквально последние, может быть, или вопросы, или дополнения. Ну, я могу ляпнуть. Просто сейчас, знаете что, сейчас Меркурий сожжен, знаете, да, астрологию вы. Вот, я сейчас могу ляпнуть и не туда, я вымалчиваюсь, поэтому. Ага. Вот, ну, если Ну, хотите, я ляпните. ляпну. Да, Ляпну, да, ляпните, ляпнуть я ляпните. хотел следующее. Хочу ляпнуть, да, ложку этого Меда. дегтя, да. Да, меда, ложку да, меда меда в мед. ляпните. Цветочный мед, ложечку гречишного, да. Значит, вы У знаете, нас я беседы бы скоро превратятся в стендап. Это, кстати, дает очень интересный, ну, как бы такой тренд. Я предлагаю, это неплохо было бы вот так вот. Так что, Сада Шивкарашева, вы должны вайшнавский стендап, это, мне Да, кажется, пообещайте, что вы не будете пропускать вечерних бесед наших. Это очень здорово. мамой клянусь, да? Ну, я попробую. Значит, смотрите, я бы не питал иллюзий насчет того, что мы вот обрели знания, вот, мы его изучаем, читаем, встречаемся. Я бы не питал иллюзий на предмет того, что так будет всегда, постоянно. Могут быть в жизни ситуации, когда можно вылететь из санги неожиданно даже для себя. Вот яркий пример, я вот сегодня вот у Юга Дхармы спрашивал про одного старшего преданного, я не знал, что вот даже так может быть, вот, поэтому а, мы это все обсуждаем, но мне кажется, очень важно понимать, чтобы мы в сердце все-таки не чувствовали неприязни или не чувствовали каких-то негативно окрашенных эмоций к людям, от которых мы на самом деле далеко не ушли. То есть вот люди, которые живут какой-то кармической жизнью, люди, которые как-то вот пока в этом состоянии они находятся, может, они всю эту жизнь будут находиться, еще следующую, и миллионы. Но чувствовать к ним какой-то негатив внутри себя означает быть привязанным к ним. Это значит, в любой момент можно туда угодить, причем неожиданно даже для себя. Вот, я бы хотел, предостеречь, что это очень даже легко можно сделать. Вот, и тут будет два пути, как в кармическом анекдоте. Либо быть лицемером, либо быть человеком искренним и сказать, что, ребят, вы знаете, я тут вот в лепешку наступил, вот, и как-то пытаться двигаться дальше в санге. Поэтому не дай бог с кем-то такое произойдет. Или, может быть, даже наоборот, пусть лучше произойдет, потому что человек тогда поймет, что я на самом деле без преданных, без Кришны, все-таки пшик. И все-таки все, что я себя представляю, это то, что мне с большим авансом преданные подарили. Вот, поэтому как вот то, что я хотел ляпнуть, я ляпну. Короче, если что-то случится, не уходите от преданных, а если ушли, возвращайтесь и продолжайте что-то там делать. Но Что вы можете. очень хорошо получилось ляпнуть. Здорово. Почему? Потому что на самом деле то, что сейчас мы обсуждаем, мы должны обсуждать не с позиции, как будто мы тут на лестницу забрались, и вот с лестницы мы обсуждаем онтологически. И почему мы хотим разобраться вот во всех этих вещах? Потому что по большому счету нас, как правильно вы сказали, от людей, которые еще не, ну, скажем так, не познакомились с той же Бхагавад-гитой, отличает не так уж и многое. Но у нас есть то, что у нас, ну, как бы, есть большая удача. Наша большая удача заключается в том, что мы в общении как раз с теми, кто уже встал на этот путь, обрели шрадху или веру. И эта вера, она нас уже привела к общению, вот как правильно вы сказали, с теми, в эту сангу, с теми, кто уже на этом пути стоит. Потому что задача иллюзии нас
стянуть и погрузить в определенное состояние, в определенные гуны. Задача кали нам вставлять палки в колеса. И здесь, если мы хоть на миг подумаем, что мы уже вот относимся к той категории татва-вид, да, которые уже вот эти все разговоры ачета саха или там вимудхи или все остальное уже не страшны, то это будет первым признаком того, что мы уже находимся в состоянии ачета саха. Более того, я вам скажу, что по большому счету духовная практика, она может быть одним из видов наркотика, одним из видов как бы деятельности, которая вырабатывает дофамин. И с точки зрения нейробиологии, да, ученые они говорят, что верующие люди, они такие радостные, потому что у них дофамин вырабатывается постоянно, они ждут Царствия Божьего в конце жизни, у них всю жизнь вырабатывается дофамин. Поэтому с этой точки зрения это тоже называется ачета саха, то есть желание освобождения или вера в Царствие Божие, что вот я тут отмучаюсь и как бы все это потом после вот смерти я обрету. Это тоже называется ачета саха. Это из-за этого верующие идут и взрывают здания, там, обрушивают, там, взрывают самолеты и так далее. Почему? Потому что если это происходит, то я обретаю на небе там 99 или сколько-то там куртизанок, жен там и так далее. То есть я становлюсь, сразу иду в рай, как бы, да, вот такое заблуждение, вот фанатизм и сентиментализм. Да, и мне служат прелестивые гури, носят да, прислуживают фрукты на головах. Гури, точно, гури. Я забыл, как это зовут. То есть это тоже ачета саха. Это не создание Кришны, Шилпада говорит. Ачета саха. Поэтому, разбирая эти моменты, мы можем углубляться дальше или глубже и глубже, для того, чтобы самим на этом пути избежать. И совершенно верно, что самый важным есть как бы два предохранителя очень важных. Да? Как мой духовный наставник, духовный учитель Джон Фейверс, Бхакти Тирта Свами, он говорил, что если мы искренне, с одной стороны, и с другой стороны, мы никого не оскорбляем, то мы находимся под колпаком у Бхагавана Кришны. Мы находимся под колпаком, под защитой высшей крыши. Вот, поэтому вот это очень важный момент. Спасибо за дополнение. Пуршоттам Гуранг Прабху, может быть, вы что-то еще дополните? Слушайте, ну здесь, вот я сейчас слушаю, вот так полно разобрали всю тему, так с разных сторон. Вот, и у меня вообще, ну, как бы, нечего даже добавить, честно, вот, преданный, вообще пустота, просто вот, ну, в принципе, тема есть, мне кажется, ее, всю работу. Разобрали все. Хорошо, завтра тогда, завтра мы, давайте попробуем вот этот стих еще. А вот можно я спрошу, честно только, кто-то сегодняшний стих вот Отняли всю работу. Работу у всех отняли. Это Садашива Карашпа. Нам? Отняли, в смысле, у кого? Ну ладно, Садашива Караш, он там в фоновом режиме. Да. У Пуршоттама Гуранги. У Пуршоттама Гуранги забрали. Нет, сегодня Пуршоттам Гуранг Прабху, он уже... Не, здесь интернет плохой просто. Понятно. Уже много, так сказать, с утра мы много беседовали на эту тему. Большое спасибо еще раз хотел выразить Пуршоттам Гуранги. Вот, поэтому... Смотрите, завтра, я хотел вот что спросить. Сегодня, скажите, кто-то вот по-честному только, этот стих, который мы сегодня разбирали, медитировал на него? Кто-то вот осмысленно вот думал о нем по-честному? Поднимите руки. Никто. Ну, давайте завтра, если вот, ну, как бы придете, ну, даже если не придете, все равно, вот давайте 33 стих возьмем и на него поразмышляем вот в течение дня, чтобы было с чем прийти, чтобы можно было, вот, что называется, с первых минут включиться. Я скажу, что так гораздо будет интереснее для всех и полезнее для тех, кто в трансляции или потом в записи будет видеть это, потому что, когда говорит одна голова, это и седая к тому же еще, она, в общем-то,
не такой интерес вызывает. А мы можем перейти действительно к таким вайшнавским стендапам. Вот. Но в правильном понимании этого слова, а я посмотрю, как технически можно будет еще это красиво оформить, чтобы всех так было видно, красивые эмоции там и так далее. Ладно, тогда до завтра. Все, мы выходим тогда, а я девушек запускаю в общий зал, чтобы им было не так тесно. Вот. Тем более мне Харе кто-то Кришна, кто-то поклоны. занят. Да, поклоны, Харе Кришна. Харе Кришна.